Допрашиваем мы сегодня специалиста по информационной безопасности Наталью Ивановну Касперскую по делу о серебряных пулях, о средствах, которые вроде бы должны гарантировать полную информационную безопасность. Но поскольку средств таких очень много, то ясно, что полной безопасности ни одно из них не обеспечивает. Но некоторые в этом качестве активно рекламируются. И по некоторым из них мы сегодня пройдемся. Здравствуйте. Но первоначально собирались говорить только о программах с открытым исходным кодом, то есть о тех, чьи тексты опубликованы, доступны для доработок, доступны для проверок. Таких программ очень много. Скажем, практически вся инфраструктура интернета сейчас так или иначе опирается на программы, доступные именно в таком режиме. Помнится, была в свое время сенсация, когда одну из таких программ, установленную на большей части серверов интернета, после чуть ли не 2 десятков лет использования и разнообразных доработок, причем программу именно с открытым исходным текстом. В общем, там вдруг обнаружилась серьезнейшая уязвимость, существовавшая к тому времени уже, судя по проверке всех текстов версий, далеко не первый год. В общем, уязвимость эту, конечно, исправили, но это показало, что даже открытый исходный текст программы, он, конечно, помогает, но не гарантирует. Но Наталья Ивановна, в общем, с такими программами имела дело куда больше, чем я, и, наверное, может рассказать о них интереснее, чем я, но это, понятно, не единственная такая серебряная пуля, так что, наверное, поговорим еще и о многом другом. Да, значит, про программы с исходным кодом, с открытым исходным кодом, это вообще такая тенденция последних лет, особенно, лет, наверное, 8-10 последних, все больше разработчиков используют то, что уже готово. Но это происходит из естественного стремления человека работать поменьше, а результат получать побыстрее. Должен сказать, что так было всегда. Да, когда очевидно. я начинал программировать, был бешено популярен и по сей день довольно активно используется язык программирования Fortran, придуманный еще в середине 50-х годов и бывший, собственно, первым более-менее серьезным языком программирования. И до сих пор его используют именно потому, что есть на Fortran неимоверное количество готовых фрагментов программ для разных полезных применений. И из этих фрагментов можно иной раз собрать большую часть решения конкретной задачи. Да, интересно. Вот я этого не знала. То есть, на самом деле, то, что я считала новомодным веянием последних 20 лет, оказывается, оно существует уже, получается, если с 50-х, то, получается, 70 лет, да, с момента начала программирования. Царь Шламо Давидович Ишаев в книге «Проповедник» сказал: иногда бывает и такое, о чем говорят: смотри, вот это новое. Но и это уже было в веках, бывших прежде нас. Но мы чаще называем
царя с греческим акцентом, не Шламо, а Соломон. Да и книгу «Проповедник» тоже чаще называем по-гречески «Экклезиаст». Ну, в оригинале она называется «Когелет», и то, и другое означает «проповедник». Но, как видите, это тоже давно известно. Вот. Да, тем не менее, программы с исходным кодом, смотрите, вот они организуются каким образом? Есть сообщество разработчиков, некоторые, которые эти, значит, разные код пишут, причем на определенные темы. Есть там темы, допустим, какие-то основы для операционных систем, для баз данных, для каких-то там других различных применений. Но если мы внимательно вглядимся в эти сообщества, они считаются, что эти сообщества независимые. То есть считается, что это вот разработчики сами такие собрались, сами написали. Кстати, вот крупнейшая и самая популярная операционная система Linux, она тоже с открытым исходным кодом, и ее можно, в общем, в нее можно вносить изменения, кстати, исправлять и скачивать. Да? Ну, изменения изменениями, но есть команда под руководством этого самого Торвальдса, которая сравнивает разные варианты изменений, предложенные разными людьми, и решает, какой вариант лучше может быть включен в общую вот поставку. Я как раз об этом хотел сказать, да, что на самом деле они не являются такими уж прям независимыми группами. То есть на самом деле обязательно есть ядро, которое состоящее из нескольких разработчиков. Они все, как правило, иностранные. У нас в России, ну, почему-то таких вот инициативных разработок мало. И, ну, то ли нет пророка в своем отечестве, то ли мы просто привыкли использовать иностранное. Нет, все гораздо проще. Насколько мне известно, львиную долю вот таких вот разработок, а разработка с открытым исходным кодом, понятно, не продается. Можно продавать какие-то услуги по ее обслуживанию, но сама-то программа доступна всем. Так вот, большую часть таких разработок финансируют изготовители железа, самой компьютерной техники. Они исходят из того, что если пользователи потратят меньше денег на покупку программ, то все эти деньги пойдут на покупку того самого железа. И в итоге они получат гораздо больше денег, чем потратят на оплату разработчиков. А большая часть производителей железа электронного, к сожалению, не у нас. Ну, это да, это первое, но и крупные софтверные компании тоже, на самом деле, участвуют и имеют при себе большие группы разработки для того, чтобы, в частности, получать таким образом инновации бесплатно. То есть значительное количество людей пишет некий коммитит, то, что называется коммитить, да, такой термин, исходный код в эти разработки, и именно центровые вот эти люди, которые составляют ядро, они определяют, что включить, что не включить, и самое лучшее они включают для себя в первую очередь, и потом могут это использовать и, например, даже не выкладывать. Кроме того, таким образом они зачастую находят для себя кадры, потому что они видят, кто наиболее, скажем, показал наилучший результат в разработке, и его можно привлечь и там нанять его для решения каких-то сложных задач. То есть тут несколько как бы целей преследуется, но вы правы совершенно, что действительно большинство вот этих разработческих центров существует при крупных транснациональных корпорациях, в основном американских изначально, ну и не только. Значит, это, в частности, знаете, чем доказывается? Что с началом СВО, когда у нас произошла вот эта вот и отток кадров, и такая резкая атака на государство, многие эти сообщества open-source заявили о том, что они не поддерживают русских разработчиков, и даже некоторые попытались русских разработчиков исключить из коммита. Потом был сделан некий шаг назад. Видимо, все-таки
я не знаю, там возобладала совесть или то, что они декларируют некую отстраненность от политики и неучастие в политике, а тут явный политический есть, значит, шаг. Но, тем не менее... Дело не в этом. Я подозреваю, что они просто обнаружили, что того стиля программирования, который развивают именно в рамках русской культуры, опирающегося, насколько я могу судить, в первую очередь на очень серьезную математику, им просто не хватает. Нет, я не думаю. Честно говоря, объем кода исходного, который коммитится российскими разработчиками, он относительно невелик. Мы занимаем менее 5% в общем объеме коммита кода. Да, поэтому... но мал золотник да дорог. Не знаю. По крайней мере, в любом случае, это наше гадание, да, гадать о мотивации людей. Это такое дело неблагодарное. Но совершенно очевидно, что это ангажированные команды, которые работают, естественно, коль скоро они при транснациональных корпорациях находятся, они, естественно, подкармливаются ими и, соответственно, имеют соответствующую мотивацию. Это вопрос о безопасности. Поступил вопрос от писателя из Йошкар-Олы Михаила Журавлева, но он касается не информационной безопасности, а защиты авторского права, поэтому зачитывать я не буду, но напомню, что такие вопросы решаются не в процессе обсуждения. Если вас что-то не устраивает в законах об авторском праве, обращайтесь к разработчикам законов в Государственную Думу. Да, авторское право — это про другое дело. Но, кстати, вы знаете, что у разработчиков с открытым исходным кодом существует несколько видов лицензий. Некоторые лицензии позволяют совершенно свободно использовать код, а некоторые лицензии разрешают его определенные только использование, а некоторые даже частично запрещают. Да, но, как правило, если вы дорабатываете программу с полностью свободным кодом, вы обязаны ее выложить. Да, то ваша доработка автоматически подпадает под ту же полную свободу. Как правило, но не всегда, потому что есть некоторые вещи, которые пишутся исключительно коммерчески. Ну вот, например, у нас есть система управления базами данных Postgres, да, такая Postgres Pro, наша отечественная компания, которая пишет свою СУБД на основе мировой Postgre. И они пишут некие, свои модули, которые они продают поверх open-source решений. И многие, кстати, разработчики наши, которые пишут на открытых исходных кодов, они делают сверху довольно много работы, и эти модули они вовсе не укладывают. Ну, то есть там с этими лицензиями сложная история, с ними надо разбираться. Но они действительно разные и не такие простые. Но в целом, да. В целом, как правило, разработчики должны действительно выложить написанный код. На мой взгляд, достаточно одного примера программы Apache, чтобы понять, что открытый исходный код защищает не от всего. Вы вот рассказывали недавно про соревнования по поиску. Да. Я знаю, что... Извините, прежде чем рассказывать, ответим на звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей из города Москвы. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Дональд Трамп ввел новые заградительные пошлины. Как они отразятся на рынке программирования и интернета и IT-услуг? Разобьет ли это рынок на фрагменты? И, может быть, это сделает коридор возможностей для России, когда уже такого большого общего, доступа к программированию не будет ни у кого. Нет, вы знаете, честно говоря, если этого вопроса нет, то мне кажется, что он не сильно повлияет на наш рынок,
потому что у нас значительная часть программистских именно продуктов пишется внутри страны, и санкции США на них никак не влияют. То же, что иностранное к нам поступает, оно сейчас поступает не по, как это сказать, открытым каналам, а закупается через третьи страны, или не закупается совсем. У нас сейчас, понятно, как бы иностранные производители ушли, и ушли. А софт, тем не менее, это софт, да, это мягкая некая разработка, которую можно скачать. Поэтому на рынок программных продуктов, я, честно говорю, именно для России эти санкции не должны сказаться. Эти пошлины дополнительные. Вот можно мы вернемся к вопросу конечно. о соревновании по поиску уязвимости? Да, я где-то читала, что было проведено соревнование по поиску уязвимости в нескольких строках, 5-6 строк, исходного кода для Linux. И несколько специалистов, несколько десятков специалистов, все на перегонке искали уязвимости и не могли найти в течение недели. Это к вопросу о том, что на самом деле уязвимость даже в малом количестве строк может быть спрятана так хитро, что ее даже специалисты не видят. И когда вы говорите, что в Apache через несколько лет нашли уязвимости, это довольно естественный результат того, что люди на самом деле не ищут в среднем уязвимости. Они берут написанный исходный код, они считают, что ядро разработчиков проверило этот исходный код каким-то образом, и они этому доверяют. Потому что задача по поиску уязвимости — это на самом деле другая задача. Это то, над чем работают хакеры, белые так называемые хакеры, или компании по информбезопасности. То есть это другие люди. Большинство разработчиков над этим просто не задумываются. Они берут и используют все. И поэтому такое огромное количество уязвимостей, их обнаруживают каждый день. Так называемые zero-day уязвимости или уязвимости нулевого дня у нас появляются бесконечно. Так, тут пара вопросов. Предложение от того же Михаила Журавлева, он предлагает тему для обсуждения. Я постараюсь найти кого-нибудь, кто сможет поговорить по этой теме. Но посмотрим. Дело в том, что сама предлагаемая тема еще не очень-то понятно. Речь идет о учебнике, который еще не прошел ни одной из положенных стадий проверки и согласования. Пройдет ли он их, неведомо. А Александр из Москвы спрашивает, кто сейчас лидер в информационных технологиях, и англичане лидируют в боевом искусственном интеллекте? Имеется в виду, видимо, какая страна лидер, да, я так поняла вопрос. Но однозначно это Соединенные Штаты Америки, которые практически обладают полным суверенитетом в информационных технологиях. У них находится большее количество компаний, хотя, например, процессоры те же самые производятся не в Соединенных Штатах, они производятся в основном на Тайване, а системные платы производятся тоже в других странах. И сейчас Соединенные Штаты задумались, и Трамп, в частности, говорит о том, чтобы переносить это производство в Соединенные Штаты, чтобы обеспечить технологическую независимость и технологический суверенитет. Смешно, да? Соединенные Штаты задумываются о технологическом суверенитете. Но на самом деле в реальности это самая продвинутая страна с точки зрения IT. На втором месте я поставила Китай, потому что Китай довольно хорошо продвинулся в железе, у них тоже есть там белые дыры, белые пятна точнее. И, конечно, с точки зрения программного обеспечения, Китай — это такая довольно своеобразная держава. Совершенно невозможно понять, что у них есть, потому что они имитаторы очень хорошие, они берут зачастую чужие программы и потом на их базе делают что-то свое. Например, я знаю, что по антивирусам из 5 истинно китайских антивирусов, 1 американский, 1 румынский, 1 русский и только 2 китайских. Поэтому я думаю, аналогичная ситуация и в других темах. А на третье место я поставила в Россию. Извините, опять звонок, слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Валерий Федорович.
Я хочу поправить немножко программирование 50-х, 60-х годов. Я работал в вычислительном центре Новосибирского академгородка. И тогда был довольно прилично разрабатываемый язык Алгол. И на нем учили и студентов Новосибирского университета, и вместе с Фортраном. Вот так вот. Да, я в числе того примерно десятка языков, на которых я программировал, были и Алгол 60, и Алгол 68, но сейчас основные тенденции в программировании, насколько мне известно, сдвинуты вообще как-то в сторону от конкретных языков в пользу разных других методов и стилей программирования. Но об этом, несомненно, Наталья Ивановна знает куда больше меня, прекратившего программировать 3 десятилетия назад. Но ответит после того, как мы ответим еще на один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте, Александр, Москва. Я бы хотел услышать у вас, как у специалистов, по поводу искусственного интеллекта. Какие перспективы для разработчиков? Так как искусственный интеллект все время развивается, соответственно, и в отношении защиты, как это всегда, щит и меч. Работа искусственного интеллекта. Большая тема, на самом деле, искусственный интеллект. Постараюсь как-то коротко. Значит, во-первых, что такое искусственный интеллект? Это очень широкое понятие, которое подразумевает в себя большой пучок технологий, а не одну технологию. Как правило, люди сейчас понимают под искусственным интеллектом машинное обучение, которое основано на нейронных сетях, собственно, с помощью которого была произведена революция 2-летней давности с ChatGPT. Он как раз основан на именно этой технологии. И как-то вот у людей это сращивается, хотя любая, строго говоря, программа распознавания является программой искусственного интеллекта. Например, антивирус — это тоже программа искусственного интеллекта, потому что это программа, которая отличает вирус от невируса. Вот. Но, значит, давайте просто все-таки про глубокое машинное обучение. Почему оно так вызывает такие глубокие эмоции у людей? Потому что это системы, которые могут принимать решения самостоятельно, без человека. И человек не в состоянии понять, каким образом система приняла то или иное решение. Это так называемая проблема черного ящика искусственного интеллекта, когда, система решила, что вот, допустим, этот объект является таким-то, и она его отнесла к именно такому объекту. Для того, чтобы человеку проделать то же самое, он может получить, проделав какие-то действия, он может получить другой результат. И он не может этот результат оценить. Это, с одной стороны, плюс, потому что такие системы самообучаются, они сами способны принимать решения, вот они сами способны писать тексты, даже программные продукты сами способны, не продукты, а программный код способны делать. Но, с другой стороны, это и угроза, потому что программа, которая сама чего-то там решила, а мы не можем понять, как она это сделала. И хорошо ли это вообще? Но о том, хорошо ли это, поговорим после новостей. Допрашиваем мы сегодня специалиста по информационной безопасности Наталью Ивановну Касперскую по делу о том, какие способы обеспечения этой безопасности сейчас усиленно рекламируются, какие и впрямь в какой-то мере помогают, и насколько эти два набора пересекаются. Но прежде чем продолжить, сразу отвечу Павлу из Санкт-Петербурга. Он спрашивает результаты британского Horizon, то есть горизонт. Можно засчитать как искусственный интеллект? Видите ли, сейчас рекламируют в качестве искусственного интеллекта столько разных разработок, что, извините, мы оба тут в перерыве пытались вспомнить, что это за разработка, и не смогли. Слишком уже их много. А второй
Не подписано, к сожалению. Благодарю, что поднимаете айтишную тему на радио. Когда 99% используют технологии, которые понимают 0,5%, и про которые хоть что-то знают только 10%, это страшно. Очень нужны ликбезы хотя бы в общих чертах. Но сразу скажу, что на самом деле это так не только в интеллектуальной сфере. Ну, кто из вас знает хотя бы основные принципы передачи телевизионного сигнала? А ведь пользуемся-то мы все. Хотя, кстати, сами эти принципы тоже постоянно совершенствуются и меняются. Так что ликбез, конечно, нужен, но главное, что нужны специалисты по безопасности. Так, вот кто-то спрашивает, если Америка лидер в искусственном интеллекте, то англичане лидер в применении? Опять же, не знаю. То есть англичане в публичном пространстве не особо известны своими применениями. Применением искусственного интеллекта, да. Но, вы знаете, мы, прежде чем уйти на перерыв, не закончили тему. Мы начали тему использования искусственного интеллекта для разработки программных продуктов. И это... Только начали отвечать, как новый звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А это та самая Касперская, которая по программные вот эти все обеспечивания, те самые, да? Ну, вопрос я хочу задать тогда. Программированный изначально. Вот почему раньше в телевизоре, в радио никакие вирусы не были? Что это за штука такая волшебная? Вот такой вопрос. Дурной, может быть, но мне многие задают вопрос, вот, и не могут найти ответа. Ну, понятно. Смотрите, вирусы, которые, так сказать, живут в компьютере, это на самом деле не какие-то биологические вирусы, это программный код, который написан людьми с определенной целью. Например, извлечь какую-то информацию из вашего компьютера или использовать ваш компьютер для каких-нибудь рассылок, или вовлечь его в некую сеть, так называемые ботнет-сети, которые потом можно использовать, например, для генерации энергии или для генерации чего-нибудь. Или просто зашифровать ваши данные, а потом требовать с вас выкуп и получить физические деньги. То есть вирусы пишутся с разными целями, но это все просто программные продукты. Что такое программный продукт? Вы когда включаете либо смартфон, либо компьютер, то у вас появляются разные программки, да, иконки. Это каждая иконка — это отдельная программка. Ну, вот такие же вирусы — это такие же программки, только без иконок. Ну, иногда они с иконками, да, тоже они бывают красивые. Просто это просто программы, которые пишутся злоумышленниками, вот и все. Ничего такого специфического. Так мы можем обратно к искусственному интеллекту, никак, что-то мы 3 подхода уже делаем. Вообще к средствам программирования. Ну да, вот смотрите, затронули тему искусственного интеллекта, а мы сегодня разговариваем про программирование. И вот смотрите, сейчас искусственный интеллект также используется для создания программ. Помимо того, что он используется там для генерации текстов, он может использоваться для программирования. Каким образом? Поскольку человечество написало уже огромное количество кода, то этот код можно загрузить в программу искусственного интеллекта, и она будет вам по заданию, который вы даете на естественном языке, там, например, на английском, ну, можно, наверное, на русском тоже давать, потому что переводчики есть, она может вам просто этот, ваш текстовый запрос превращать в программный код. Вопрос качества этого исходного кода — это отдельная история. Ну, могу сказать, что когда я начинал программировать, главной доблестью для программиста было уложить сложную задачу в совершенно ничтожные ресурсы. Количество байтов, да. А сейчас ресурсы растут с такой скоростью, что
получается гораздо дешевле докупить ресурсов, чем оплачивать программиста за то, что он ужимает свою программу. Да, вы, кстати, правы. И сейчас огромное количество программных продуктов пишется из готовых библиотек. То есть берут библиотеки. Мы как-то вот пробовали посчитать наши ключевые продукты, сколько у нас библиотек таких open-source, которые используют программисты. Мы насчитали явно используемых 358 штук. А еще есть неявно, про которые мы можем не знать. То есть в больших продуктах, там, в серьезных какой-нибудь операционной системе, это просто счет идет на тысячи, а то и на десятки тысяч таких кусков. Причем даже если кусок изначально был написан, мягко говоря, неоптимальным образом, это сейчас мало кого беспокоит. Вообще не беспокоит, это правда. Да. Именно из-за того, что вычислительные ресурсы стали очень дешевыми. Да, я в свое время любил хвастаться тем, в какие крошечные ресурсы мне удавалось втискивать достаточно большие и сложные программы, но сейчас на фоне нынешних ресурсов это выглядит уже охотничьими рассказами. Ну, да. Я, кстати, еще застал конец этой эпохи в 90-х годах, когда мы еще писали свой антивирус, то у нас часть нашей программы была резидентная, она находилась в памяти операционной системы, и, соответственно, она должна была занимать очень мало места, потому что тогда операционная память, вы помните, была оперативная память, у компьютера была очень маленькая. И вот мы еще боролись за вот эту вот минимизацию. Ну, для справки, на первом компьютере, на котором мне довелось писать реальную программу, вся оперативная память была, точное число не помню, но где-то между 256 и 512 байт в современном измерении. На том компьютере, который я сейчас использую, честно говоря, в основном в качестве пишущей машинки, установлено 512 гигабайт. То есть рост по сравнению с тем первым в миллиард раз. Да, но вы знаете, кстати, интересно, что в основном такие большие мощности используются для игры. Для игр. Именно потому, что игры требуют хорошей графики, а хорошая графика требует больших ресурсов. Вот и все. И все видеокарты. И, кстати, весь искусственный интеллект, он тоже на видеокартах, которые требуют большого количества вычислительных ресурсов. Так что это интересная такая тема. Но, во всяком случае, возвращаясь к сборке из готовых компонентов, это, конечно, легко, это, конечно, удобно. Но что делать, если какой-нибудь из этих компонентов содержит всю ту же уязвимость, которую мы много раз поминали? Смотрите, сборка из исходных компонентов, это, кстати, вы знаете, что есть такое течение сейчас, оно чрезвычайно модное в программировании, его рекламируют, и даже есть курсы для программистов, оно называется английским словом no-code, то есть нет кода, то есть написание программ без исходного кода. И кажется, что люди вообще ничего не пишут, никакого кода. На самом деле код там есть, но он просто собирается именно уже из готовых библиотек. То есть, по сути, это пустая сборка из кирпичиков. Можно сравнить с компьютером, с Лего. Вот с этим конструктором, когда вы из отдельных, блоков уже готовых. Опять звонок, слушаем вас. Алло, я в эфире, да? Да. Добрый день. Вот очень животрепещущая тема с этим искусственным интеллектом. И вот в первую очередь пара вопросов. Первое. Я, зайдя на сайт «Радио Спутник», и вот минут 10 или 15 пытался найти, как позвонить в прямой эфир. И так и не нашел. Через какую-то ссылку ВКонтакте и так далее. Я очень прошу вас проработать эту тему, поэтому у вас, наверное, и мало звонков в эфире. Это лирика. По поводу искусственного интеллекта. Я бы очень и очень хотел понять вообще, почему слово «интеллект»
звучит в связке с чем-то цифровым. Если интеллект заведомо это нечто одухотворенное, то, что имеет свой характер, какое-то природное начало и прочее. Почему не назвать это цифровыми, какие-то обработка какими-то особыми алгоритмами, работая с большим количеством данных, так называемым почему-то big data, почему не сказать по-русски большое количество данных и так далее. Почему эксплуатируется и ввинчивается государством людям слово искусственный, фраза искусственный интеллект. Это же просто уничижает людей как минимум. Нет, понятен ваш пафос. Значит, давайте я отвечу. Смотрите, искусственный интеллект — это термин. Есть термин компьютер, есть термин смартфон, есть термин искусственный интеллект. Вы можете называть смартфон, например, валенком, но вас, скорее всего, люди не поймут. Можно компьютер назвать тоже как-нибудь вычислительной машиной, или ИВМ, как у нас по старинке иногда называют. Но принятый такой термин. Вообще говоря, искусственный интеллект — это любая программа, которая имитирует когнитивные способности человека. Именно поэтому она называется интеллектом. Потому что она как бы мыслящая. Вот мы говорили сейчас о программах с глубокими нейронными сетями. Они именно имитируют мышление. Они принимают решения по своим каким-то внутренним, если можно так сказать, соображениям. На самом деле, конечно, у программы соображения нет. Она не соображает, да, как таковой. То есть она не думает, а просто... точнее так, она не думает тем способом, каким думает человек. Но, тем не менее, она способна принимать решения. И в этом смысле она имитирует человека. То есть она как бы выдает некие решения, которые мы, иногда даже не в состоянии понять. И вернемся все-таки к этой самой сборке из готовых фрагментов кода. Да, значит, мы начали, я уже упомянула, что есть такая модная сейчас тематика no-code, то есть как бы отсутствие кода исходного. На самом деле этот код там присутствует, просто он уже лежит в готовых библиотеках, которые разработчики в определенных системах сборки собирают вместе. Значит, в чем плюсы такой системы? Плюс, естественно, в простоте и скорости. Если нужно, например, написать веб-сайт быстро, то сейчас это можно сделать без привлечения программиста. Можно собрать из кирпичиков, и есть огромное количество средств разработки именно для сайтов. И, собственно, и используется в основном именно для сайтов этот, no-code. Но если у вас сайт какой-то сложный, то есть если вы хотите туда, например, базу данных вставить, или если вы хотите сделать внутренние перекрестные ссылки сложные, если вы хотите, чтобы он переливался какими-то интересными многомудрыми картинками, то такая система вам не подойдет. Тогда вам придется довольно много дописывать самому, или искать разработчиков, которые допишут. То есть это именно для систем, которые делаются из таких маленьких кирпичиков. Это первая проблема. И вторая проблема, конечно, надежность. Надежность в случае с ноу-кодом обеспечить довольно трудно, потому что они просто не предназначены для больших нагрузок, как правило. И поэтому большие нагрузочные системы по-прежнему пишут программист. Поэтому мне иногда задают вопрос, а что, программистов у нас не будет? У нас руководитель одного крупного банка тут недавно высказался на тему, что искусственный интеллект скоро заменит программистов, профессия программиста отомрет совсем. Должен заметить, что все известные мне высказывания этого самого руководителя, к счастью, не подтверждаются. Честно говоря, тоже в это не верю, потому что, как человек, который 30 лет занимается управлением программистами, я вижу, что сложные задачи невозможно сделать из простых кирпичиков. И, например, наша система, мы не используем ноу-код разработку, потому что это уникальная разработка, и мы делаем, сложные, выполняем систему защиты многослойную, трудную, которой просто нет в таком количестве, в таких кирпичиках. Ее не существует. Я уже не говорю о том, что прежде чем подбирать кирпичики, надо продумать сам подход к задаче, для которой потом можно эти кирпичики
подбирать. И вот когда я начинал программировать в начале 70-х, было в моде обсуждение того, как лучше двигаться сверху вниз, постепенно детализируя задачу на все более простые фрагменты, или снизу вверх, собирая программу из готовых частей. Так вот, на самом деле работает только сочетание этих двух подходов. Мы детализируем задачу до того уровня, на котором уже можем подбирать готовые детали. Да, вы совершенно правы, что интересно, что за последние 30 лет ничего не изменилось в этом смысле. Вот, кстати, я вижу, здесь вопрос пришел, что, как вы видите, будущее программирование. Есть, действительно, бытует такое мнение, что профессия программиста в будущем, возможно, отомрет, как, например, отмирает сейчас профессия журналиста в связи с тем, что ее заменяет чат-GPT и аналогичные технологии. Но смею заверить, что чат-GPT не заменит хороших журналистов. Да, даже обычную погоню за новостями он не заменит в полной мере, потому что мало поискать сообщение о какой-то новости, надо еще предварительно узнать, что вообще такая новость существует. Вы знаете, многие журналисты сейчас не заморачиваются проверкой, поэтому мы видим очень много одинаковых новостей, идущих с ресурса на ресурс. Вот тех, кто и это точно может делать чат-GPT. не заморачиваются, тех можно заменить. Но это, извините, не профессионалы. Ну, да. Какие направления в программировании будут доминировать, спрашивают. Вы знаете, программирование, вот Анатолий Александрович сказал уже, что программирование — это такая вещь, которая решает определенную задачу. Вот мы занимаемся, например, информационной безопасностью, и у нас, пишем в основном на языке C++, C#, но какие-то части пишем там на Go, то есть в зависимости от задачи что-то мы пишем на каких-то там других языках. Нет, используем тут, вероятно, имеется в виду все-таки не языки, а то, какие классы задач будут доминировать. Ну, так тут могу сказать, что какие классы задач возникнут у человечества в целом, с такими программисты будут работать. Ну, вот искусственный интеллект, например, я думаю, будет развиваться еще много лет. И это вполне себе такая модная тема. Да, и информационная безопасность никуда не денется. Ну, то есть программистам, я думаю, что на десятилетия вперед точно хватит работы. Они точно не относятся к тем профессиям, которые исчезнут в ближайшее время. Другое дело, что программирование постоянно меняется. Постоянно появляются новые идеи, новые методы работы. Вот я в свое время принял решение переучиваться из программистов в публицисты и политики, потому что по обстоятельствам той программистской работы, которой занимался в начале 90-х, я больше года не читал материалы о новых разработках и понял, что просто, чтобы наверстать упущенное, мне придется вот тот же год потратить. Так, здесь спрашивают, почему нет интернет-ресурса, где все компании будут платно предлагать протестировать уязвимости? Ну, во-первых, такие ресурсы есть. Есть компании, которые этим занимаются. Они предлагают так называемые пен-тесты или тесты на проникновение. Их можно заказать. Эти компании все известны наперечет. Там лаборатория Касперского, позитивные технологии это делают. Еще там несколько. Ну, то есть это не секрет. Все, кто хочет проверить на уязвимости, пожалуйста, обращайтесь. Они занимаются. Кинематограф вымрет, потому что фильмы будут создавать искусственный интеллект. Ну, вы знаете, по поводу искусственного интеллекта, я думаю так, что искусственный интеллект, конечно, человека не заменит.
Если вот вы читаете длинные тексты, которые сгенерированы чатом GPT, то вы заметите, что они очень сложны для восприятия. Глаз соскальзывает. Вы читаете, а вы не можете понять, о чем. А чаще всего там действительно набор слов без особого содержания. Нет, там даже есть содержание, но просто глаз человеческий не воспринимает. Трудно объяснить, с чем это связано. С короткими текстами, кстати, это не так, потому что они, как правило, берут просто цитаты какие-то. А вот когда длинный текст сгенерирован, его невозможно читать. То же самое с музыкой, сгенерированной искусственным интеллектом. Ее невозможно слушать, она не ложится на уши. И я думаю, что то же самое будет и с фильмами. Потому что, есть ведь вот в любом произведении есть какая-то душа, да, и искусственный интеллект не имеет души. Это программа. Она умная, да, она самомодифицируется, она самообучаемая, но это программа. Искусственный интеллект не может понимать в полной мере мотивы действий людей, а потому и не может работать в соответствии с этими мотивами. Да, вот подменять, скажем, человека, то есть взять, например, одного актера, а вместо него поставить другого актера подороже, это искусственный интеллект может, это вполне мы видим на примере дипфейков, которые сейчас развиваются очень даже активно. Кстати, несколько месяцев назад по телефону меня предупредили, что со мной хочет связаться по скайпу Сергей Семенович Собянин. Да-да-да, это было очень модно. Да, естественно, включил скайп, потому что мне интересно было посмотреть качество имитации. Вы знаете, если бы я не знал, что Собянин в принципе не будет с деловыми вопросами обращаться по скайпу, я бы, наверное, мог на какое-то время поверить. Очень многие чиновники повелись. Очень хорошо это было прям имитировано. Да, это прям массовая была рассылка. Но это мошенническая тема, это отдельная тема, наверное. Да. Но это тоже связано с информационной безопасностью, хотя, конечно, совершенно другим ее аспектом. И, наверное, это мы еще не раз будем обсуждать отдельно. А основное, что хотели сказать сегодня, вроде бы сказали.